Существует ли быстрая схема увеличения количества подтягиваний всего лишь за пару-тройку недель? Конечно, и она не одна, а целых 4. Первая схема подойдет для тех, кому удобно подтягиваться на протяжении дня. Например, турник у вас есть на работе, когда вы ходите на небольшой перерыв и есть возможность сделать один подход подтягиваний. И так через каждые 1,5-2 часа. Тоже можно делать и в спортзале, на перерывах в школе, в универе. А может, кто-то и работает из дому, и есть возможность так тренироваться на протяжении дня у себя в комнате. Как это выглядит на практике? Проснулись, допустим, в 6 утра. Зарядка, водные процедуры и подходим к турнику, делаем один подход. Поскольку организм еще толком не проснулся, здесь не нужно переусердствовать и делать в отказ. Сколько сделали, столько пусть и будет. Можете оставить пару повторений в запасе. Позавтракали, собрались, поехали на учебу или работу. По времени это утро 8-9 часов. Опять в этот промежуток времени сделайте один подход, только уже на максимум. Разомните предварительно кисти, сделайте наклоны. В общем, небольшая минутная разминка для своей же безопасности. Дальше начинайте заниматься своими делами, и вот на часах уже 10-11 часов утра. Снова минимальная разминка и один подход подтягиваний на максимум. И так далее на протяжении дня подтягивайтесь с промежутком 1-2 часа. В этом способе есть важный момент, чтобы был эффект от занятий. Я бы рекомендовал временно поставить приоритет только на подтягивание. То есть не делать других тренировок и не нагружать мышцы дополнительно. Так, занимаясь каждый день 2-3 недели, возможно иногда один день делать перерыв или облегченную нагрузку. Делать такие подходы с резинкой или в меньшем количестве, чем обычно. Не стоит делать каждый такой подход в отказ. За день 1-2 отказных подхода будет достаточно. С каждым днем старайтесь превзойти предыдущий результат, по крайней мере стремитесь к этому. Спустя 2-3 недели для замера результата отдохните полностью 3-4 дня. Это будет касаться каждого из методов дальше. И после хорошей разминки сделайте подход на максимум и проверьте, как увеличилось количество. Второй способ подходит, когда у вас нет свободного времени на протяжении дня, но есть полчаса в день для одной тренировки. Отлично. Проводите такую тренировку через день, иногда 2 дня подряд, или в зависимости от вашего восстановления. Итак, первый подход после разминки мы делаем в отказ. Дальше околоотказные подходы с небольшим запасом сил. Главное условие для прогресса – это увеличивать в каком-то из подходов количество повторений на следующей тренировке. Как это выглядит на практике? Первый подход, допустим, 15 раз на максимум в отказ. Второй подход и последующие около отказа. Пусть это будет 12 раз, третий 10 подтягиваний, четвертый 7 раз, пятый 6 раз. На следующей такой тренировке стремитесь, кроме закрепления текущих результатов, еще и улучшить его в одном из подходов. Достаточно сделать на один повтор больше. Например, делайте 15, 12, 10, 8, 7 раз. То есть в последних подходах мы сделали больше на 1 раз. Если более 2-3 тренировок подряд не удается улучшить результат хотя бы на одно повторение в одном из подходов, то давайте дополнительный 1 день отдыха. Вы, очевидно, не успеваете восстановиться. То же самое, если у вас откат результата. Дайте больше отдыха между подходами и между тренировками. Между подходами отдых вообще индивидуальный, от 2 до 5 минут. Зависит от вашей подготовки. За счет такой прогрессии нагрузок вы сможете по итогу делать больше в первом отказном подходе. Третий способ, как подтягиваться больше. Тренируемся через день. Делаем 2-3 рабочих подхода, не больше, без учета предварительных разминочных подходов, не в отказ. Один рабочий подход в отказ, а дальше еще 1-2 подхода, около отказа. Стараемся на каждой тренировке превзойти предыдущий результат, но поскольку физически невозможно почти прогрессировать на каждой тренировке, мы воспользуемся методом отдых-пауза. Когда сил нет, спрыгиваем, встряхиваем руками, примерно 15-25 секунд, и продолжаем. Пусть даже будет в плохой технике, но так будет увеличиваться общий объем нагрузки. Как выглядит на практике? Например, первый рабочий подход у вас 10 подтягиваний на максимум, до отказа. Перед ним вы сделали 1-2 разминочных на 4-5 повторений на 40-50% от максимума. Дальше делаем первый рабочий подход в отказ через 3-4 минуты после разминки. Пусть он будет 10 раз. Отдыхаем еще 2-3 минуты и делаем около отказа с запасом сил. Пусть это будет еще 2 подхода на 8 и 7 подтягиваний.
В следующей тренировке мы стараемся увеличить количество во втором и третьем подходе методом отдых-пауза. Например, мы сделали 10 в отказ, далее 8 раз, спрыгнули, стряхнули руками и сделали еще 2-3 подтягивания. Потом третий подход после полноценного отдыха сделали 7 раз. И сразу же доделываем по 1-2 повтора, общую сумму до 10 повторений. Так вы научите работать мышцы на фоне предварительной усталости. И постепенно в каждом подходе, включая и первый, количество будет расти. Но с основными подходами мы не перебарщиваем. 2-3 за тренировку. А внутри этих подходов, как мы уже поняли, делаем дополнительные, добавочные подходы по 1-2 раза. Дальше в видео я расскажу еще проверенную схему подтягиваний. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. Жмите кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми кнопку в углу экрана. Идем дальше. Четвертый способ увеличить подтягивания в одном подходе. Тут будет задача делать все подходы не в отказ. Каждый подход выполняем до тех пор, пока чувствуем хорошую технику. Вы уже должны подтягиваться минимум 10-15 раз, чтобы его использовать. Пример на практике. Делаем первый подход, сделали 11 раз в своей лучшей технике выполнения и чувствуем, что уже приходится останавливаться, делать рывок ногами, скорость упала. Это знак, что нужно остановиться и спрыгнуть. Подход закончен. То есть ваша задача выполнить подход до тех пор, пока техника и скорость повторений не нарушится. Работаем так не до закисления мышц в каждом подходе. Дальше отдыхаем ровно столько, чтобы сделать в таком же темпе примерно столько же повторений и делаем еще подход. Таких подходов может быть по вашим ощущениям и наличию сил, пока не будет падать количество в подходе более чем в 2 раза от первого и сильно не начнет портиться техника. Работаем на увеличение общей суммы повторений за тренировку, то есть количество подходов. При этом 1-2 подхода в неделю делайте все же в отказ, так как отказ полезен для преодоления застоя, но не часто. Бонусный совет по тренировкам хвата, который подойдет для всех описанных схем, если вы не можете долго провисеть, чтобы больше подтянуться. Хват лучше тренировать в динамике, а не просто в висе. То есть подтянулись один раз, повисели секунды 3-4 и еще подтянулись. Так вы адаптируете цепкость хвата именно к подтягиваниям. Ну и также расширители хвата или подтягивания на полотенце вам в помощь. И, ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более 4000 спортсменов, который у меня в телеграм-группе. Там же вы найдете и мои статьи с разбором полезных тем в тренировках. Ссылка на телеграм в закрепленном комментарии или жмите кнопку в углу экрана. А какая из перечисленных схем увеличения подтягиваний лучше подойдет именно вам? Проверьте на практике. А обсудить видео можно в комментариях.